Если вы купили жилье за границей и регулярно пользуетесь им, можно сказать, вы за границей живете. Но каково это – жить за границей? Портал Prian.ru побывал едва ли не в самом популярном у российских покупателей недвижимости месте – на Солнечном берегу, в Болгарии, чтобы понять, как там жить и что делать. Мы плывем на катере вдоль Святого Власа, Солнечного берега, Несебра. Самые популярные туристические районы, они же самые популярные места у покупателей недвижимости прямо за бортом. Здесь, чаще не на первой линии, построены сотни комплексов с апартаментами по необременительным ценам. Можно купить за 50, за 30 и даже за 20 тысяч евро. Многие так и делают. Приехав в Болгарию, эти люди в первую очередь отправляются на пляж. Курортный сезон в Болгарии, конечно, короче испанского или греческого. Тем не менее, 3 месяца настоящего солнца и теплой воды с середины июня до середины сентября вы получите гарантированно. А то и больше, как повезет. Все пляжи в Болгарии муниципальные, то есть за зонтики с лежаками платить приходится в любом случае. Цены невелики, 3-5 евро за комплект в день. Заодно вам предложат вполне себе европейский уровень сервиса и развлечений. В начале июня, когда мы снимали этот сюжет, море едва прогрелось до 20 градусов. Впрочем, для россиян это не холодно, и большинство людей на этих кадрах – наши соотечественники. Но хороший пляж еще не гарантия хорошего отдыха, тем более, если этот отдых растягивается на несколько месяцев. Инфраструктура важна не менее. Солнечный берег и его окрестности активно застраивались 2 последних десятилетия. Метрах в 300 от моря почти сплошь новостройки. От магазинов до православных церквей. Заново отстроены и места для культурного отдыха. Сюда в сезон традиционно приезжают российские артисты всех жанров, поскольку летом их ждет самая благодарная публика. А это уже старинный Несебр. Про него нельзя не сказать, тем более, что на катере мы плыли именно сюда. Очаровательные кварталы Несебра ценят и туристы, и местные жители ЮНЕСКО. Здесь можно бродить часами в окружении церквей и исторических раскопок. Если не обращать внимания на многочисленные лавочки и магазинчики, ты совершенно теряешь чувство пространства и времени. Да, кстати, в Несебре самые дорогие в регионе кафе и рестораны, но если вы предпочитаете питаться не дома, болгарские цены вас вряд ли напугают, а варианты тут на любой вкус. День закончен, наступает болгарская ночь. Это самый центр курортной зоны, здесь гуляют все. Каких-нибудь 500 метров от спокойных жилых массивов и в центре безумного праздника, который не прекращается ни на минуту весь курортный сезон. Так что если во время пребывания в Болгарии вы захотите развеяться, маршрут известен. И все-таки, чем так примечательно длительное пребывание в Болгарии? Почему россияне покупают жилье именно тут? Почему мы часто говорим о близости культур и менталитетов? Мы нашли место, отвечающее на эти вопросы. Это Бургас, 4-й по величине населенный пункт Болгарии. Это не туристический поселок, а именно город, жизнь в котором не замирает с отъездом сотен тысяч туристов. Магазины, пешеходные зоны и, конечно же, пляжи, которые, впрочем, не считаются лучшими в Болгарии. А вот это парк, широкой линии, растянувшийся вдоль моря. Не правда ли он напоминает парки из нашего детства? Фонтаны, скульптуры, беззаботные отдыхающие, никакой избыточной коммерции, никакого шума и суеты. Вы можете себе представить такое в других приморских странах? Я с трудом. Тут в Бургасе чувствуешь себя абсолютно уютно. Может потому, что это место так напоминает Россию и ее самые приятные уголки. Впрочем, не буду навязывать свое мнение. Скажу лишь, что с удовольствием провести время в Болгарии можно с легкостью. Хотя, конечно, на вкус и цвет. Дальше вы знаете.